Всем привет! Я приехала в Карелию. В этом видео мы с вами погуляем по горному парку Рускеала, покормим оленей, пообнимаемся с хаски и прокатимся на ретро-поезде. Ставьте лайк, если вам интересно путешествие по России. Я буду вам благодарна за поддержку этого видео. Поехали смотреть Карелию! Карелия поражает всем – природой, культурой, кухней. Это невероятный край, в котором берегут традиции и трепетно относятся к природе. Голубые озера, густые леса, самобытная культура – все это стало настоящим магнитом для туристов. Я приехала в Карелию, чтобы показать вам, насколько интересными и необычными могут быть путешествия по России. Я отправилась в Карелию из Санкт-Петербурга с экскурсией на один день. Однако вместо классического автобусного тура я выбрала путешествие в мини-группе. Это решение оказалось верным. Чем меньше человек в группе, тем проще двигаться по маршруту без задержек. Микроавтобус оказался комфортным. Долгая дорога из Петербурга в Карелию прошла легко. Эту экскурсию я забронировала через популярный сервис «Спутник». В описании под видео я оставлю для вас ссылочку, чтобы вы могли ознакомиться с программой, почитать отзывы туристов и забронировать экскурсию в Карелию. Тур насыщенный. За один день вы увидите много интересного. Путь в Карелию из Питера не близкий, но дорогу скрасил наш гид Андрей. Он не просто делился историческими фактами, а читал стихи, рассказывал карельские сказки и погружал нас в культуру этого необычного края. Я рада, что поехала в Карелию не своим ходом, а с экскурсией. Экопарк «Долина водопадов» – это удивительное место в Карелии, которое однозначно стоит посетить. Он расположен в живописном месте среди густых лесов и водопадов. Здесь чистейший воздух и невероятная красота на каждом шагу. Посещение природного парка стоит 800 рублей с человека. В долине водопадов есть что посмотреть. Многим туристам нравится экотропа. Ее маршрут проходит по хвойному лесу вдоль живописной реки с шумными каскадными водопадами. Тут очень красиво. Вот где настоящая природа Карелии. Гулять по экотропе удобно, так как все тропинки ухоженные, а спуски оборудованы деревянными лестницами и настилами. При этом блага цивилизации ничуть не нарушают гармонию природы. В природном парке есть и музей под открытым небом – Саамская деревня. Хотя классическим музеем это место не назовешь, потому что здесь знакомство с карельской культурой проходит очень нестандартно. На территории Саамской деревни находятся питомники. Вы можете понаблюдать за лосями и даже покормить очаровательных северных оленей. Приятно, что это место совсем не похоже на зоопарк, потому что его обитатели живут в лесу. Самая милая часть экскурсии в Карелию – знакомство с хаски. Эти улыбчивые собаки любят внимание и с удовольствием позируют на камеру. В Саамской деревне можно понаблюдать за работой кузнеца, попробовать чай на костре, заглянуть в традиционные жилища саамов и купить что-то интересное. Советую попробовать морожковое варенье и медовуху. Любая покупка здесь – это поддержка местных мастеров и маленький вклад в сохранение уникальной культуры Карелии. В Карелии можно получить невероятный опыт.
прокатиться на стилизованном пассажирском составе с паровозной тягой. Легендарный поезд «Рускеальский экспресс» курсирует по маршруту Сартовала-Рускеала. Здесь можно представить себя Гарри Поттером, который едет в школу чародействия и волшебства на том самом Хогвартс-экспрессе. Или же перенестись в 19 век и вообразить, что вы едете в знаменитом Николаевском экспрессе. Только представьте, мягкие ковры на полу, зеленая обивка диванов, стены украшены старыми фотографиями, а за окном сквозь очаровательные клубы дыма мелькают карельские пейзажи. Потрясающую атмосферу дополняет живая музыка в царском вагоне-ресторане. Попробовать уху на сливках и карельские калитки в таком месте – одно удовольствие. Билеты на карельский ретро-поезд уже были включены в стоимость экскурсии, которую я выбрала. Время в пути от Сартовалы до Рускеала составляет 1 час. Это короткое путешествие я запомню на всю жизнь. Горный парк Рускеала – это самое красивое место в Карелии. Многие туристы едут в эти края именно ради него. Входной билет сюда стоит 600 рублей. Дополнительно можно заказать экскурсию, которую проведут сотрудники парка. Я гуляла самостоятельно. В горном парке Рускеала вы увидите великолепный мрамор, северный лес, сказочное озеро изумрудного оттенка, впечатляющие гроты. Все то, что вы представляете, говоря о Карелии. Тут интересно полюбоваться мрамором в итальянском карьере и на Белой горе. Приятно пройтись по лесным тропинкам, заглянуть в гроты и погулять под землей. Главный объект Рускеалы – Мраморный каньон. Это уникальное место, лучший символ гармонии природы и человека. Он возник в результате заполнения грунтовыми водами бывшего карьера по добыче мрамора. Его высота от самой высокой точки до дна – 50 метров. Глядя на этот карьер, вы увидите десятки оттенков зеленого и голубого. Любители экстрима могут пролететь над каньоном на троллее. Мне понравилось, насколько хорошо оборудовано это место. Вы можете накупить необычных сувениров ручной работы, а в местных кафе предлагают блюда национальной кухни Карелии. От себя советую уху на сливках и карельские калитки с морожкой. На мой взгляд, в Карелии нужно побывать обязательно. Мне нравится, что местные жители не забывают свою культуру. Здесь делают все, чтобы возродить традиции, привлечь туристов и сохранить северную природу. Ставьте лайк, если вам понравилась Карелия. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересных видео.